Привет, друзья! За окном осень. А это значит, что сейчас самое лучшее время, чтобы читать книги или читать книжки. Книга или книжка. И как я и обещал, я хочу вам рассказать про книгу, которую я недавно прочитал. Это книга Джорджа Оруэлла «1984». Сначала давайте поговорим немного про книгу. Из каких частей состоит книга? Первое, что мы видим, это обложка. У книги есть обложка, да? И вот у этой книги мягкая обложка. Видите, она мягкая. А есть еще книги в твердом переплете, да? Вот эта книга с твердым переплетом, да? А эта книга с мягкой обложкой. Это две разницы. Это, кстати, книга, которую написала Юля со своей подругой. Вот, довольно забавная книга про их приключения и путешествия в Америке, в Китае и в других местах. Так вот, это твердый переплет, а это мягкая обложка. У нас есть отличное выражение, отличная идиома, да? Не суди книгу по обложке, да, это обложка. Не суди книгу по обложке, значит, не оценивай книгу по обложке. То есть читай книгу, да, суди о книге по ее содержанию, не по обложке. И это может относиться и к человеку или к какой-то ситуации в жизни. Это значит, что не надо поверхностно оценивать людей или какие-то события. Да? Нужно всегда смотреть в суть, внутрь. Очень хорошее выражение «не суди книгу по обложке». Так вот, что мы видим на обложке? Здесь есть автор, да, имя автора. Здесь есть название книги. На обратной стороне есть цена. И здесь есть иллюстрация. Это иллюстрация. И иногда в книгах есть иллюстрации. Но в этой книге нет ни одной иллюстрации. Да, здесь их нет. Что еще есть? Когда мы открываем книгу, мы видим название издательства. Да, название издательства. Здесь название издательства — издательство АСТ Москва. Это издательство, которое издало эту книгу. Да, это издательство. Ну и обычно в самом начале идет краткая аннотация. Аннотация — это как бы текст, который говорит, о чем эта книга. Да, о чем эта книга. Это аннотация. И иногда в книгах еще есть оглавление. Оглавление или содержание. Например, вот в моем учебнике по китайскому, в одном из них, есть как раз оглавление или содержание. Да, вот оно выглядит вот так. Вот. Видите, содержание или оглавление. Да? Урок 1. Страница такая. Урок 2. Страница такая. Да? Ну и у книги есть страницы. Да? Так же, как и у веб-сайта тоже есть страницы, у книги есть страницы. Ну и что я думаю о самой книге Оруэлла? Моя первая мысль, когда я начал читать эту книгу, была: боже, это же абсолютная антисоветская пропаганда. Это просто какая-то западная пропаганда против коммунизма, против Советского Союза и так далее. И я сначала подумал, что Оруэлл описывает время Советского Союза, там, 50-е, 60-е, 70-е, может быть 80-е. И я думал так, пока я читал в начале, потому что очень много каких-то
схожих моментов с СССР. Например, несвобода слова, там, дефицит товаров, большой брат с усиками. Он прямо говорил «Сталин, Сталин, Сталин». Но потом мы разговаривали с Юлей по телефону, и она сказала, что «Макс, эта книга была написана в 1948 году». И вот в этот момент у меня произошел такой сдвиг парадигмы. То есть я начал совершенно по-другому как-то воспринимать эту книгу и по-другому относиться к ней. И когда я уже дочитал эту книгу, то вначале у меня была такая легкая депрессия. Я такой был, ого, ничего себе. И у меня возникло очень двоякое чувство. Потому что, с одной стороны, меня все равно, пока я читал, не покидала вот эта идея какой-то антипропаганды, вернее, пропаганды антикоммунистической, да, антикоммунистической пропаганды. У меня все равно эта идея была. Потому что, все эти элементы Советского Союза, они почти все были в книге. Да? И я не мог отделаться от этой идеи. Но в то же время эти все элементы Советского Союза были доведены до крайней степени. То есть просто до крайней степени. И когда я читал, у меня часто в голове возникала такая фраза: этого не может быть. Нет, этого не может быть. Как это может быть? И вот с другой стороны, мне показалось, что книга, она неплохо написана. Она неплохо написана, и у нее неплохой сюжет. То есть сюжет построен таким способом, таким методом, что ты очень сочувствуешь, ты сочувствуешь главному герою. Ты переживаешь за главного героя и за его девушку. И я дочитывал эту книгу, где-то четверть книги я прочитал за одну ночь, за 3 часа. Ночью я сидел вот так вот, и я читал, потому что мне хотелось узнать, что будет в самом конце. И там ничего хорошего. Особенно тот момент, когда главного героя начинают пытать и как бы стирать его личность. Вот это, конечно, очень сильно тебя как-то эмоционально держит, да, то есть ты прям читаешь, ты не можешь оторваться от книги, ты читаешь. Вот, то есть это такие приемы художественные, но в целом я все равно не могу назвать эту книгу великой или какой-то гениальной. Мне кажется, что все достаточно примитивно и ничего прям нового я для себя не узнал. В целом она неплохая. Я бы посоветовал прочитать эту книгу. Интересно, что Оруэлл как будто писал про такую коммунистическую или тоталитарную, да, страну, тоталитарная страна. Но сейчас, в наше время, мы видим, что тоталитарная, демократическая большой брат все равно смотрит на нас, следит за нами, про нас все знают благодаря компьютерам, благодаря мобильным телефонам. Таргетированная реклама знает о нас больше, чем наш супруг, да, и так далее. То есть получается, что и всем нам насаждаются разные идеи, да, сверху, просто разными способами, да, зависит от страны. В Северной Корее мысли насаждают одним способом, там, в демократической Англии вторым способом, в России третьим способом, в Китае четвертым, но везде все равно людям запихивают мысли. Напишите, что вы думаете об этой книге, друзья. Мне будет интересно это прочитать. И до встречи в новом ролике. Пока-пока.